сволочь, как я так мог? Начали разговаривать про вашу демократическую Филадельфию, вы прямо обиделись и убежали. Да пошла она... Ну, это Филадельфия. Ну, слушайте, вот я бы был бы счастлив, я живу в Пенсильвании. Это самый большой город у нас, Филадельфия, да. Но, как я всем говорю, лучше бы его не было. Ну, вы Просто знаете, вы заметили, что в Америке все крупные города сейчас либеральные. Мы только выживаем за счет... нет. Извините, вы неправильно сказали. Все большие города в Америке не либеральные, а либерастные. Ну, это вы абсолютно верно уточнили. Вот, да. Прям респект. Прямо вы в точку. Вот слово прям подобрали идеально. Да. Ну, это к сожалению. Ну, я не говорю, что это все крупные такие большие города, как бы нет. А какие остались не обращенные в голубую? Ну, не обращенные остались, я вам скажу так, более-менее еще Чикаго, еще более-менее нормальный город. Ну, там тоже тяжело. Промышленный город. Серьезно? Там конченый Мэриха была лесбиянка черная. Вообще кончина. Да, это было. И вы говорите, что они же там полицию, дефант-полицию, половину полиции сократили, а потом эти бегали, полицейские прятались от этих банд черных. Вы рассказали про Чикаго вообще. Они когда они сократили штат полицейских, и потом, вы знаете, потом они начали плакать, почему полицейские не приезжают на вызова. Так, конечно. Потому что любой вызов, который вызывает полицию в Чикаго, приезжали не одна машина, а 3 или 4 сразу, на всякий случай. Двое выходили, а все остальные выходили уже с поднятыми пистолетами. Понимаете, как получалось? Я понимаю, как получалось. Я удивилась, почему вы Чикаго привели, как еще не конченый город. А Чикаго Нет, Чикаго по процентам отношению еще не совсем такой конченый город. В смысле, республиканцы по отношению к либералам? Нет, по отношению местных жителей к этой либерализации, так сказать. А почему же тогда у них все правительство Чикаго либеральное уже годами, год за годом? У нас в любом городе, в любом штате правительство одни либерасты остались. Я же вам только это сказала. Мне такое чувство. Ну да, понимаете, как бы... Я говорю, что нет ни одного города, если брать город большой, которым бы либерасты не завладели уже всем. Давайте скидку, подумайте. Да ладно. Потому что это выгодно, на самом деле. Это модно быть, понимаете? Это модно быть. Я вам скажу так, я вам скажу на своем примере. Я работал в большой компании. Иногда мы работали все по 2 человека. У нас там были такие операции, мы работали с высоковольтным оборудованием, знаете, и всегда нужно, чтобы было 2 человека. То есть, если что-то нужно включить-выключить, что-то исправить, что-то проверить, всегда по 2 человека. И мне так попадалось, что я работал с женщинами. И все эти женщины были, за исключением одна очень хорошая была, но были 2 или 3, которые были, они, во-первых, были загорелые. Ну, понимаете, о чем говорю, да? Конечно. И с одной у меня очень большие проблемы были. Она написала на меня телеги. Я ходил, разбирался, и потом подошел, у нас были профсоюзы, знаете, и ко мне подошел чудак один и говорит: слушай, если она действительно на тебя уже такое имеет, что-то против тебя, то она как женщина может написать на тебя, то есть, как это называется по-русски, сексуальное домогательство. Ты мужик, она женщина, она на тебя напишет, ты попадешь под раздачу, тебя отстранят от работы, пока разбирательство не закончится, потеряешь много денег. Там получится у нее, не получится, это уже другой вопрос. Как бы она должна доказать. То есть быстрее всего, что не получится. Но все равно на это время на разбирательство, пока будут разбираться, тебя с работы снимут, ты потеряешь очень много денег. Поэтому я тебе рекомендую. Мне человек сказал, он мужик, американец. Он мне сказал: знаешь что, если вдруг что-то она на тебя напишет, пиши сразу телегу, что ты гомосексуалист. Вам смешно, а мне не смешно. Я говорю: а почему? А потому что она на тебя пишет бумагу, что ты там что-то там приставал к ней как к женщине. Ты пишешь ответную бумагу. Я уверен, у тебя там русские ребята, которые за тебя могут поручиться и напишут: да, что он именно вот такой. А вы тогда, наверное, не женаты. Тогда, если были бы женаты, было бы сложно подтвердить вот это. На это время я не был уже женат, тогда я был в разводе, да. Повезло, понимаете?
это смешно, но это на самом деле, как он мне сказал, это лучшее, Защита. лучший способ защитить самого себя. Поэтому, ну смешно, да, ну смешно. И чем А что делать? закончилась ситуация? Вы разрулили? Нет, на самом деле нет. Она не пошла до последней инстанции, так чтобы мне надо было это заявлять, как бы. Мгм. Но на самом деле это я таки понял, что он прав. Это мне мой представитель моего профсоюза сказал. Понимаете? Мудрый мужчина. Мудрое мышление, как бы, понимаете, она будет теперь как бы проходить по этому делу, типа как она национальное меньшинство, так как она загорелая, Мгм. и она против меня что-то будет иметь. А если я заявляю, что это тоже нацменьшинство, Мгм. так скажем, нетрадиционные, то то есть, только по этому поводу тебя никто не тронет. И это все как бы разрулит, как бы, вы понимаете. Ну так и разрулили в итоге вы ситуацию-то или нет? Да, Или попали в разрулили. интрабл попали? Разрулили, да. Разрулили? Угу. Слава богу. Ну так что вот вы Поэтому там живете, как вы считаете, что там Америка деградирует или светоч демократии до сих пор? Америка сама по себе не деградирует. Не Деградирует почему-то. да? Вот те люди, которые у власти, вот они почему-то деградируют. Ну, если так на них посмотреть внимательно, Мгм. да, то да. То есть Понятно. или они сами такие, или они вот, как это сказать, способствуют вот этому всему, что вот это вот не либерализация, как это называется, как красиво сказать. Короче, вот расцветать полным цветом. Понятно. И Да. никто не хочет ничего по этому поводу делать. Ну давайте, И это вас как зовут, извините? Вот вы лицо знакомое, но не помню имени вашего. Я видела, Сергей, по-моему, вас. Серега, Сергей, да? да. Вот, ну, значит, смотрите, Сергей, вы, получается, отделяете правительство, вы отделяете от страны. То есть правительство, значит, загнивает, и там под уклон катится, да, а страна, вы считаете, не катится никуда. То есть правительство Нет, сидит, нет, разваливает страну, да? понимаете, то, что делает правительство, как бы, понимаете, ну, как бы, и местные власти, и на местах, и там выше, понимаете, они вот, как бы, этому способствуют простые люди, вот, которые избиратели, которые их избрали, понимаете, Так. они против этого, но никто никого не слушает, понимаете, вот их избрали, и все, и они теперь делают, что Ну, хотят. их же кто-то, А народ недоволен, народ недоволен, как бы. Так То подождите, есть, а кто избрал этих людей? Их же я не знаю, избирал, кто-то я не знаю, избрал? кто их избрал. А? Я их не избирал. Понятно, но вы считаете, что за Байдена никто не голосовал в Америке? Слушайте, наши последние выборы, которые были у нас в 2020 году, Я там, понимаю, что большинство за Трампа там голосовало. столько вопросов, Я понимаете? понимаю, но все равно кто-то же голосовал за Байдена, правильно? Кто-то же Ну, голосовал за это либеральное правительство в Чикаго, в том же, которые выбрали эту черную, как она, лесбиянку. И она там творила, черти что послушайте, вообще у творила. нас, вы знаете, кто у нас вице-президент? Второй Да. Камала Харрис вы имеете в виду? Да, вот это, она же вообще какая-то кобыла бешеная, блин. Я по-другому не могу сказать. Вы понимаете? Ну, понимаете, опять-таки, смотрите, я вам пытаюсь сказать, что деградирует сама страна, в том числе включая население. Потому что не могут выбирать нормальные люди дебилов. То есть, значит, что-то у этих людей в голове, что-то ж, наверное, не то, если они идут и голосуют. Я понимаю, что Хорошо, захотели Трампа. подождите, я вам скажу по-другому. А как люди голосуют? Как Америка голосует за следующего президента? Вы знаете, как это голосует? Как у нас проходит вообще система голосования? Ну, знаете, я голосовала несколько раз, так что я в курсе, как оно происходит, да. А вы где живете? В России? На данный момент я живу в России, да. Я понял. А вы жили в Америке, голосовали? Посмотрите на меня. Паспорт чего? Ну, чего, не узнаете, что ли? Он обычно синий. Ну, неважно. Ну, синий есть. Ну, хорошо, значит, у меня уже в глазах рябит. Ладно. Темно-синий. Ну, я вам скажу, Собственный паспорт не узнаете. ну ладно, ну хорошо, Да, хорошо. я уехала в Россию жить. Вот уже 2 месяца. Я понимаю, что вы голосовали. Да, я уже в 30 лет в Америке, я вам скажу, я уже мог... Подождите, сколько раз мог голосовать, как стал? 5 раз. Я голосовал только 1 раз. Ну, что-то вы там совсем... Я 5 раз мог голосовать, я голосовал только 1 раз. Вы знаете в 2020 почему? голосовали за Трампа, признавайтесь.
Да, заголосовал за Ну вот, Трампа, я да. тоже, видите. Это единственный раз, когда я голосовал за Трампа, но вы знаете, почему я голосовал только один раз из всех 5 возможных? Ну, расскажите. Потому что я жил в Нью-Йорке. Ну, там не за кого, ну, понятно. То есть вы не верите, Вы понимаете, что там они вообще, да, Нью-Йорк голосует, добиваются? штат Нью-Йорк голосует за демократов. Мгм. Я прекрасно понимал, я пойду на избирательный участок, проголосую за демократа или проголосую там за независимого какого-то кандидата. Все равно выберу демократа. Пофиг все, да. Понимаете, пофиг на самом деле, потому что Нью-Йорк, даже вот Нью-Йорк, Калифорния, допустим, тоже, ну, полностью демократические штаты. Какой смысл мне ходить? Сергей, ну сейчас смотрите, то есть вы подтверждаете, что есть штаты, которые конкретно голосуют за вот эту голубизну всю, да? Значит, опять-таки, Да, это же люди голосуют. И вы верите в то, что эти люди выбирают этих демократов. Я вам чему говорю? Что страна деградирует, что люди умные не голосовали бы за демократов. Вы мне пытаетесь сказать, что это государство, вот правительство такое-сякое, значит, государство само нормальное, то есть люди нормальные, вы хотите сказать. Я немножко подвисла, вы не переживайте, сейчас отвисну. ну да, я понял, да. Вы меня вы видите, вы слышите меня, да? Только немножко камера Да, подвисла. да, я вас слышу, да. Сейчас я Я ее... понимаю. Да. Нас, ну, слушайте, я вас слышу, и меня слышат. Вернемся к нашим, так сказать, баранам, да? То есть мое такое предположение, что деградирует, в общем, страна в том числе. Не только деградирует правительство такое-сякое плохое, а те люди, которые это правительство выбирают, у них тоже что-то с ними не так. И этих людей становится, к сожалению, все больше и больше в этой стране. И пополняется оно, в том числе, за счет нелегальных иммигрантов, которых запускают немеренное количество. Ну, а почему вы уехали? Потому что я уже не могу находиться в этой стране. Я не могу на это смотреть, на это разложение общества. И вы знаете, что у нас Техас на волоске висел от того, что он стал демократическим? На волоске. Вы в Техасе жили? Я жила в Техасе, да. А когда-то Техас, интересно, был демократическим. Я что-то Я такого вам не помню. сказала только что, чтобы мы были на волоске. В том году выбирали губернатора. В том году. Я участвовала в кампании предвыборной нашего губернатора Аббота. И вы знаете, с какой разницей он выиграл у Бета Арурк? Ну, это ничего не значит. Он выиграл всего 1 с копейками процент. До этого наш сенатор Тед Круз, он с этим Арурком в Сенат, там 0,5% буквально он выиграл. 0,5%. Это следующий год, следующие выборы, может этого процента уже не быть. У вас российское гражданство есть? Конечно, есть. За кого будете голосовать? А? За кого будете голосовать в России на следующих выборах? Ну, за Путина, думаю, будем голосовать.